Посмотрите на эту печенку. Сочный, сочный. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Все разбирал свои вещи, ковырял свои... Обнаружил вот эти шампура, друзья. Кубические шампура. Я их покупал, наверное, года 3 назад. И сразу вспомнил. Что-то давно я их не использую. А они подходят в основном на... Вот на эти дела, друзья. Джигар-кебаб. Это такой распространенный у нас в Азербайджане. Не только у нас, я знаю. Шашлык, кебаб из внутренности. В основном сюда идет печень, сердечко, курдюк, мелкая картошка, там мелкие помидоры можно. Такой мелкий, скоростной, как бы такой шашлык. Друзья, шашлык этот очень простой, но при этом он очень вкусный. И, что немаловажно, он относительно бюджетный. Значит, цена ливера, вообще внутренностей, ну раза может не в 2, но раза в 1,5 дешевле, чем мясо. Так что и вкусный, и бюджетный. Значит, с говяжьей печени пленку лучше снимать. С бараньей не столь обязательно, она там совсем тоненькая. А здесь она довольно-таки толстая и плотная. О, сразу цвет поменялся, смотрите, друзья. Сразу более фотогеничной стала наша печень. Нарезаем печенку. Вот примерно на такие кусочки, друзья. Удлиненные. С сердцем работать еще проще, друзья. Ну, по мне. Друзья, в этом шашлыке нам нужно будет много курдюка. Вот такие у меня прекрасные дольки. Посмотрите, уже нарезал. Сейчас курдюк мы должны мелко-мелко нарезать. Ну как мелко относительно, да? Ну вот такие вот кубики. А курдюка нужно много, друзья. Потому что в этом шашлыке сердечко, печень, картошка. Все чередуется с курдюком. То есть
печень, курдюк, печень, курдюк, печень, курдюк, сердце, курдюк, картошка, курдюк, везде курдюк. Значит, надо нарезать его много. Вот сколько нарезал. Не хватит, еще нарежу. У меня еще вот такие пласты здесь есть. Но я думаю, должно хватить. Ну что, друзья, поехали. Берем вот этот шомпур кубический, который в профиль у нас квадратный, видите? Он не плоский, а кубический. Он хорош, вот я вам скажу, честно говоря. Только вот на такой мелкий шашлык. На крупные куски он не идет. С ним даже неудобно работать. Мясо прокручивается. А вот на мелкий очень удобно. Он не так рвет сильно, как плоский шомпур. Мясо, куски вот эти, они мелкие. Вот так, друзья, начинаем с курдюка и заканчиваем курдюком. Опа. Так, сердечки все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 шампуров сердечек. Только сердечек. Так, теперь печенка. С печенкой поступаем, друзья, таким же образом. Схема одна и та же. Друзья, дошла очередь до наших вот этих, посмотрите, детские бадымджаны, детские баклажаны. Вот у нас в Баку, в Азербайджане вообще, стараются на шашлык из баклажан брать мелкие вот такие. С ними удобнее, да, на зубок. Внутрь кладем вот такой кусочек бараньего жира, курдюка, то есть. Вот так. И вот так симпатично выглядит. И не забыть, надо посолить. Смотрите. Это очень вкусно, друзья. Печеные баклажаны с курдюком. А наши баклажаны, я же их не нанизал, друзья. Это так. И один шампур, друзья, для помидорчиков. Ну, помидорами уже курдюк не нужен, да, как вы догадались. Так, берем вот мелкие такие помидорчики. Их можно прямо так в середину тоже, друзья. Раз. Так, в попку. Это наши овощи с курдючком. А это наше мясо, друзья. Друзья, картошечку чуть-чуть надрежем, чтобы быстрее и лучше пропеклась. Как я и говорил, это вместо наших
монеток. Так, вот у меня кусок курдюка здесь был маленький. Смажем всю картошку вот этим жиром, друзья. Это знаете для чего? Это вот, чтобы вот просто соль лучше прилипла. Теперь берем крупную соль. Вот так в руку. И вот так. Все, картошка идет первой. Пока угли слишком горячие для печени, для сердечка. Пусть идет картошка. И помидоры. Так, картошечка уже поджаривается. Помидорчики опалились. Так, а Демьяночки сейчас уже курдюк начнет там шипеть. Смотрите, друзья, булькать, шипеть. Сейчас, минуту. Так, друзья, уже ждем первую партию. Подготавливаемся к встрече дорогих гостей. Посмотрите на этот курдюк, друзья. Что с ним произошло? Как он там поджарился? Вот так, вот. Всю красоту вам покажу. Вот, смотрите. Друзья, помидорки и демьянки, баклажанки, они готовы. Вот так. Помидорчики сюда. Вот так. Так, пошло сердечко, друзья. И печенка. Значит, этот шашлык, как вы все, наверное, знаете, друзья, он солится прямо на мангале. То есть его не маринуют абсолютно. Посолим с обратной стороны. Друзья, аккуратнее всего нужно быть с печенкой. Она готовится быстро. Ее пересушить, это все. Считай, что испортит. Посмотрите, какая она. Уже супер. Вот минута и готово. Печенку пересушить, это последнее дело. Сердце проще, сердце ближе по консистенции, да, по своей твердости к мясу. И готовится похоже больше на мясо, да. А вот печенка — это продукт другой. Посмотрите на цвет. По-моему, готовые. Посмотрите сюда, друзья. Печенка готова. А вот обратите внимание на эту соль, как она вот застыла здесь, запеклась. Не знаю, как это сказать.
не до конца растворилась. Просто супер. Когда будете кушать вот эта соль, она будет даже губы где-то обжигать немножко. Свой кайф есть. Посмотрите на эту печенку. Сочный, сочный. Друзья, на сердечко посмотрите, я вас прошу. Какая красота. Я сам очень люблю есть. Вот особенно из сердца мне нравится. С печенью тоже, конечно, но сердечко вообще супер. Посмотрите сюда. Сюда получше. А то я Демьянку закопал, ее не видно. Ладно, там за столом разберемся. Картошка еще не готова, картошку надо ждать. Картошку тоже сюда поставим. И ледяной айран, друзья, ледяной. Сейчас мы в него добавим травки, мяты, чаем. И налью сюда. Красота. Ой, как хорошо. А тут перед мангалом солнце с одной стороны, мангал с другой стороны. Сам чуть шашлык не превратился. Друзья, обожаю шашлык. Просто обожаю. Хороший такой тандыр. Тоже такой поджаристый. Так, я хочу начать вот с этого. Это мои любимые сердечки, друзья. Очень люблю. Такое упругое. И у вас курдючок, смотрите, чуть-чуть он подсох. Просто великолепен. Кушаем прям так. Вот соль, то, что я вам говорил, друзья. Смотрите, как она здесь классно, не до конца растворилась. Печень может быть очень много, зависит, как ты ее готовишь. Она может быть получиться абсолютно невкусной и получиться очень вкусной. С мясом проще в этом плане. А печень нужен момент, когда снимать, не пропустить этот момент. То, что высохнет, все, будет невкусно. В самый раз, нормально. Баклажаны я так закопал, друзья, не найти их. Посмотрите на этот курдючок, как он там поджарился красиво. Она уже соленая, с жирком, готова к употреблению. Вот почему баклажаны стараются на шашлык маленькими выбирать. Вот на 2 укуса. Раз, два. Все, нету. Помидорку можно вот так, друзья, раздавить. И так как она у нас не соленая, то есть, сами понимаете, помидор посолить невозможно, когда он целый. Вот так солим и хлебушком вот так раздавили и вперед. А сверху кусочек вот такого сердечка. Оп.
Брукнем. Вот этот вид шашлыка, друзья, джигар-кебаб, да, мы его называем. То есть кебаб из печени, из сердечка. Ну, там не только еще могут какие-то внутренности, но называем его так, джигар-кебаб. Это как, знаете, как отдельный вид шашлыка. И вот в нашем городе возникало несколько раз таких шашлычных, которые готовили только вот этот джигар-кебаб. Обычно начинались они с мангала у дороги. Просто с мангала у дороги там продавали, ну, по тем ценам не помню, пару манатов, да, буквально. Потом это превращалось в какую-то небольшую такую построечку, ветхую. А потом бывало, что и в ресторан превращалось. Вот история одной такой шашлычной, которую мы называем джигарная, с моими друзьями. Она находится в 4-м микрорайоне. Просто великолепно готовят шашлык, и они специализируются именно на этом шашлыке. Да, сейчас делают другие шашлыки, но специализируются именно вот на этом шашлыке. Вот такой мелкий шашлык, печень, сердечко, там почки бывают, курдюк и картошка. Просто супер. Джигарная, так мы их называли. Ну что, посмотрим, как картошка. Если честно, картошку лучше делать. Смотрите, ну, нормально, пропеклась. Лучше в фольге делать. Она точно пропечется. Потому что вот так даже мелкая картошка вместе с этим шашлыком, ну, нереально, чтобы она приготовилась. Это ей нужно уделять отдельное время. Поэтому картошку лучше сделать в фольге. Прям на шомполе фольгу обернули и на мангал. Гарантированно хорошо получается. Так тоже нормально, но как бы больше нужно с ней работать. Еще кусочек сердечка, друзья, за ваше здоровье. Сердце фантастика. Будьте здоровы, мои хорошие. Спасибо вам большое за просмотр моего ролика. Сейчас начинается сезон шашлыков. Как я говорил в начале, дай бог выпустим целую серию вот таких шашлычных роликов. Спасибо большое. До новых встреч на нашем канале. До свидания.